Поговорим о пианистке, фантазии и насилии. Люди бывают разные, люди бывают странные и отношения. В фильме «Пианистка» 2001 года между матерью и дочерью сложились такие отношения, которые можно смело назвать невротическими, когда в лицо систематически прилетают обидные слова и пощечины. Но сейчас поговорим не про мать и дочь, а в фокусе внимания третьего персонажа, избранника героини дочери. Ее портрет. Пианистка, профессор, женщина средних лет, одетая невзрачно, строго и незаметно, но в душе кипящие страсти. Его портрет. Пианист, привлекательный, молодой, значительно моложе нее, страстный и, по всей видимости, имеющий небольшой опыт общения с женщинами. С начала знакомства, когда его проворные пальчики, бегающие по клавишам, пробудили в ее душе нотки заинтересованности, когда его аккорды попали точно в эпицентр ее пока еще дремлющего вулкана, она вела себя надменно, свысока, на секунду приближала и на две отодвигала. Шаг вперед, два в сторону, шаг назад и снова. Шаг вперед, два в сторону. Отличная манипуляция. Он заинтересован, взволнован, пробужден. Его внутренний охотник готов к прыжку. И все бы шло как должно, но при первом же сближении с нею, этой весьма странной особой, он сталкивается с ее особенностями поведения в интимном ракурсе. «Не дотрагивайся до меня, смотри в лицо». Приказы уже начались, он не знает, как себя вести. На словах она декларирует одно, но ее тело говорит прямо об обратном. И это не столько о манипуляции, сколько о непреодолимом желании того, чтобы баррикады были взяты штурмом. Отдаться через запрет, отдаться через силу, отдаться через боль, отдаться через страдания, отдаться, не отдаваясь. Немного пофантазируем тут. Замечали ли вы в комментариях под фильмами довольно большое количество отзывов от девушек, именно от них, о том, что они любят сцены насилия? А некоторые прямо заявляют, что фантазии об изнасиловании очень их заводят. Почему так? Предположу, если девочка росла в семье без отца, она просто не знает теплых чувств или просто совсем не имеет представления о том, как взаимодействовать с мужчиной. Или отец был, но жестокий, и в ее представлении о мужчине сила, а вернее насилие, является проявлением якобы мужественности. Или в насилии читается буквально то, что и есть: «Возьми меня силой. Я не принимаю решение быть с тобой. Я не принимаю решение заняться с тобою этим. Я вообще не способна принимать собственные решения. Реши за меня. Возьми силой». Предложение, какими бы ни были его мотивы, рождает спрос. И такие мужчины, в ком довольно ярко выражен первобытный звериный инстинкт, находятся. У них, конечно, свои мотивы, но мы сейчас не про них. Вернемся к нашей героине. Игра началась, крючок заброшен, охотник включен. В начале игры охотники они оба. Вот только слишком быстро она раскрыла карты. Слишком опрометчиво разрешила недопустимые и опасные действия. Слишком скоро развязала руки. Сама. И насилие в жизни – это немножко не то, что на экране. Это намного дальше от фантазий, порно и лайтовых вариаций БДСМ-игр. Насилие в реальности, оно, скажем, более физиологично.
Если кровь на экране — это какая-то цветная, непонятная субстанция, то в реальности ты узнаешь ее вкус на своих губах. Если грубые объятия в фантазиях — это какой признак страсти, то воочию ты услышишь треск твоих ломающихся костей и пронзительную боль. Если в литературной зарисовке его мускулы создают красивый абрис мощного торса, и это так волнует твою кровь, то в жизни ты прочувствуешь своей грудью, прижатой к полу и придавленной его мощным натиском, как тебе сложно и даже невозможно вздохнуть. И, быть может, этот вздох станет и вовсе последним. И потом об этом напишут в новостях незаметным мелким шрифтом, одним коротким предложением в дальнем углу заметки. И в этом коротком сообщении будет и твоя страсть, и твои мечты, и твой последний миг жизни. И все. Больше ничего. Героиня фильма идет своей дорогой в последнем кадре. У нее своя игра, своя мелодия, а у вас своя. Уважаемые слушатели, а вы смотрели этот фильм? Может быть, у вас есть своя интерпретация? Благодарю.